Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается под символом Лондона, который каждый турист фотографирует, но почти никто не изучает по-настоящему? Если вы досмотрите это видео до конца, то вы узнаете, почему строительство станции метро под Биг Беном откладывалось десятилетиями, зачем в башне замурован сейф и что именно в нем хранят. Правда ли, что один из самых точных часовых механизмов в мире может быть османским трофеем? И что за латинские фразы выгравированы на циферблате, будто это часть какого-то старинного заговора? Пристегнитесь. Сейчас мы войдем в историю через боковую дверь, которой никто не пользуется. Если сравнить высоту Биг Бена с современными небоскребами, то вряд ли его можно назвать величественным. Но на момент своей постройки эта башня оказывала неизгладимое впечатление на любого, кто ее видел. 314 футов. Именно такова высота одной из самых узнаваемых башен в мире. Но знаете, что интересно? Имя, которое знает весь мир, Биг Бен, на самом деле принадлежит не башне, а колоколу. История башни начинается с огоньком в буквальном смысле. В 1834 году страшный пожар уничтожил почти весь старый парламент, построенный еще в XI веке. Страна осталась без своего главного политического достояния. Естественно, что английская власть тут же начала поиск лучших специалистов для реставрации. В первую очередь к работе привлекли архитектора Чарльза Берри. Концепция часовой башни была вдохновлена старой гравюрой, которая запала в душу Чарльзу. Он увидел на ней высокую башню с курантами и понял, что нечто похожее будет очень к лицу столицы Большой империи. Чарльз Берри придумал концепцию часовой башни. А вот ее образ был рожден вовсе не им. Душу в архитектуру башни вложил другой человек — Агастес Пьюджин. Он был сыном французского чертежника и, будучи еще подростком, проектировал мебель для Виндзорского замка. Биг Бен стал вершиной его карьеры и, по совместительству, ее концом. Пьюджин умер в 1852-м, так и не дожив до завершения строительства. Биг Бен оказался долгостроем. На создание башни ушло 16 лет. Это был настоящий архитектурный марафон, но результат того стоил. Башня с 4 огромными циферблатами стала символом точности и величия. Каждый циферблат по 23 фута в ширину, а минутная стрелка достигает почти 14 футов. Вес всего часового механизма составляет более 11 тысяч фунтов. Часы Биг Бена являются одним из самых точных механизмов даже на сегодняшний день. Погрешность не более 2 секунд в неделю. А теперь внимание! Если надо чуть ускорить ход часов, смотритель просто кладет на маятник старую монету в 1 пенни, и часы начинают спешить на 0,4 секунды в день. Так можно корректировать ход времени без остановки механизма. На мой взгляд, это супер изобретательно. Но, несмотря на все ухищрения, Биг Бен все-таки иногда сбивается с ритма. Например, в 1949-м стая скворцов устроилась прямо на стрелке, и часы отстали на 4,5 минуты. А в новогоднюю ночь 1962-го стрелки обледенели так, что бой прозвучал с 10-минутным опозданием. Этот год у горожан начался с розыгрыша. Но за всей этой точностью, величием и историей скрывается вопрос: если над землей мы видим такую грандиозную башню, то что может скрываться под ней? Представьте себе узкий коридор, приглушенный свет, деревянные панели. А где-то между ними крошечная латунная замочная скважина размером с ноготь. Каждый день мимо нее проходят десятки людей: политики, журналисты, охранники. Кто-то думает, что за ней расположен щиток с проводкой, а кто-то не замечает вовсе. Но однажды исследователи обратили внимание на сперва неприметный чертеж и открыли для себя ранее неизвестный маршрут. Во время масштабной подготовки к реставрации Вестминстерского дворца, того самого, где заседают Палата общин и Палата лордов, команда историков обнаружила в архивах документы, которые никто не открывал десятилетиями. Среди пыльных бумаг был обнаружен план некоего дверного проема, затерянного где-то за Вестминстер-холлом. Он является старейшей частью дворца, построенной в 1099-м. Следуя плану, команда возвращается во дворец и находит ее, ту самую замочную скважину. За дверью располагалась небольшая комната, обложенная камнем с огромным дверным проемом высотой более 11 футов. Если пройти чуть дальше, то открывается тайный коридор, которому 360 лет. Его построили в 1660 году специально для коронации Карла II. Да, того самого, чье возвращение на трон Англии после гражданской войны стало символом начала новой эпохи. Этот проход соединял бывшую палату лордов с Вестминстер-холлом. По нему проходила не просто коронационная процессия. Здесь шли Сэмюэл Пипс, известный английский хронист, первый премьер Роберт Уолпол и даже Уильям Питт-младший, великий реформатор. Этой тропой, скрытой от
глаз веками пользовались влиятельнейшие люди Британской империи. А теперь обратите внимание на детали. Внутри, на стене комнаты, расположено старинное граффити. Один каменщик в 1851 году, видимо, уставший от реставрации после пожара, оставил послание. Эту комнату обставил Том Портер, который очень любил старый эль. А чуть ниже располагался лозунг «Настоящие демократы». Эти слова, возможно, связаны с чартистами. Это движение, требовавшее всеобщего мужского избирательного права. 70 лет никто не знал об этом проходе. А он был здесь прямо под ногами все это время. Молчаливый свидетель многих реформ и революций, сотрясавших Англию за всю ее историю. Так что, проходя по Вестминстеру, оглянитесь. Потому что в этом здании, как и в самом Лондоне, за каждой панелью может скрываться нечто таинственное. В Лондоне, где каждый кирпич пропитан многовековой историей, самая интригующая часть находится не над землей, а под ней. И если вы думаете, что метро — это просто способ добраться из пункта А в пункт Б, то приготовьтесь удивляться. Строительство станции Вестминстер, которое прямо связано с Биг Беном, откладывалось множество лет. Правительство отвергло несколько архитектурных проектов, при этом не объясняя причин. Почему? По городу ходят слухи. Все из-за того, что под Вестминстером уже проложена сеть тайных тоннелей, соединяющих ключевые правительственные здания. Нарушить их целостность — это все равно, что раскрыть государственную тайну. И эти слухи вовсе не домыслы городских сумасшедших. Журналист Питер Венден, изучавший лондонское подземелье, говорит буквально следующее. Как только вы ступаете на брусчатку улицы, вы уже над миром, о существовании которого большинство и не догадывается. И речь не только о канализации и вентиляционных шахтах. Там есть коридоры, которые не обозначены ни на одной карте. Некоторые из них, по слухам, выходят прямиком на станции метро. Самый пикантный момент касается Jubilee Line. Поговаривают, что в нее встроен выход, предназначенный исключительно для членов королевской семьи, чтобы они могли в случае угрозы покинуть Букингемский дворец незаметно, быстро и безопасно. Фантазия? Возможно. Но ничего нельзя исключать. Скорее всего, однажды все тайны станут известны общественности. Но пока власти Лондона бережно хранят свои секреты. А что еще интересного мы знаем о Биг Бене? А как вам предположение о том, что Биг Бен может быть вовсе не таким уж британским? По крайней мере, это может быть так, если верить одной загадочной и весьма спорной теории. Сторонники этой версии утверждают, что знаменитый часовой механизм, который с безукоризненной точностью отбивает время под куполом Биг Бена, якобы был создан вовсе не в Туманном Альбионе, а в Палестине. Да-да, в самом сердце Иерусалима времен Османской империи. Речь идет о часовой башне, построенной рядом с Хевронскими воротами, монументальном здании высотой около 43 футов, украшенном на все 4 стороны. Эта башня с ее часами была возведена в начале 20 века к серебряному юбилею султана Абдул-Хамида II. Архитектурное чудо, созданное всего за 7 лет. Оно не только отображало время, но и символизировало мощь и амбиции османского халифата. Но после того, как британцы заняли Палестину, началась цепочка странных событий. Сначала башню признали излишне османской. Она, мол, конкурировала с британской эстетикой. Затем появилась инициатива ее снести. Жители яростно протестовали, и чтобы не разжигать конфликт, башню сначала перенесли, а потом все же снесли окончательно. Часовой механизм, как утверждают сторонники теории, был якобы разобран и отправлен в Британию. Сначала в музей, а уже затем стал частью самого Биг Бена. Все это происходило в 20-х годах прошлого века, вскоре после окончания Первой мировой войны. Конечно, официальные источники молчат, и историки не спешат подтверждать такие заявления. Но в те времена, когда трофеи и артефакты перевозили как военные сувениры, подобная история уже не кажется совсем уж невозможной. Так может ли Биг Бен на самом деле работать на османском механизме? Теория смелая, звучит как эпизод из Кода да Винчи, но именно такие истории и заставляют нас посмотреть на привычные символы под новым углом. А что вы думаете по этому поводу? Делитесь своими предположениями в комментариях. Если вы когда-нибудь стояли у подножия Биг Бена и смотрели вверх на его величественный циферблат, то, возможно, не заметили одну странную деталь. Но присмотритесь внимательнее. На этом воплощении бесконечного времени, буквально на его гранях, спрятаны загадочные надписи. И они до сих пор остаются настоящей головоломкой. Первая фраза, выгравированная прямо под цифрой 6, звучит как нечто, вырванное из древнего гимна. «Domine salvam fac reginam nostram victoriam primam». В переводе это значит «Боже, спаси нашу первую королеву Викторию». Да, это почти строка из гимна «Боже, храни королеву». Но вот странность. Никто точно не знает, кто и когда решил нанести эти слова на циферблат. Ни один официальный документ не упоминает это. Одни говорят, что мы имеем дело с чистой случайностью. Другие твердят, что это скрытое послание от архитекторов. Но факт остается фактом. Надпись есть, и она все еще будоражит умы. А теперь внимание. На циферблате можно заметить еще одну надпись. Mons Ref PM Anno Domini 1000
1859. Дословный перевод неизвестен до сих пор. Некоторые расшифровывают ее как загадочную отсылку к некоему восстанию, связанному с улицей Монмут. Но никаких точных данных, подтверждающих это, нет. Что это? Зашифрованные политические намеки? Игра ума архитектора? Или просто забытая капсула времени? Биг Бен продолжает молчать. И, возможно, именно в этом его главное очарование. Если посмотреть на Биг Бен, то язык не повернется назвать его простой башней. Это код. Архитектурный шифр Лондона и всей Англии в целом. Каждая деталь в облике башни будто говорит, здесь все не просто так. Начнем с того, что Элизабет Тауэр, а именно так официально называется башня на сегодняшний день, возвышается на почти 315 футов. Это примерно как 20-этажный дом. Но высота — это не самое важное. Архитектор Чарльз Берри, создавая проект, решил, что эта башня будет не просто частью парламента, а его символическим ядром. Он объединил готику с элементами викторианской строгости. Все здание, как будто оживший средневековый кодекс, облеченный в камень. Циферблаты башни выложены из опалового стекла. Это материал, который хорошо пропускает свет. Так что по ночам башня буквально светится изнутри. И вот тут хочется отметить интересную особенность. Подсветка часов изначально задумывалась не просто для красоты. Она включалась каждый раз, когда парламент был в ночной сессии. Это служило своеобразным знаком. Лондон не спит. Решения принимаются. Архитектурные решения в данном случае используются как способ общения с народом. А вот о чем мало кто знает, в самом основании башни скрыт бронированный сейф. Да-да, настоящий металлический ящик, в котором хранят главный ключ к башне и копии чертежей. Поговаривают, что в годы Второй мировой в сейфе даже держали экстренные документы на случай эвакуации парламента. Башня построена из кирпича и облицована анстейнским песчаником. Это камень, добываемый в Уэст-Йоркшире. И он непрост. Он невероятно плотный и устойчив к ветрам и дождю. В условиях британской погоды самое то. Ну а венчает башню шпиль, на котором установлен флагшток. И это не просто флаг. Если на вершине развивается королевский штандарт, то это значит, что в здании находится монарх. Маленькая, почти незаметная деталь, но она очень ярко отражает любовь британцев к мелочам. Не забудем упомянуть парочку теорий. Некоторые исследователи убеждены, архитектура Биг Бена не является простым символом власти. Это масонский символ, встроенный в сердце британской столицы. Стороны света, число башен, высота шпиля — все это якобы подчинено эзотерической логике. Доказательств, как обычно, нет. Но предположение на этот счет отбрасывать раньше времени все же не стоит. Биг Бен. Или, если быть точными, Елизаветинская башня. За эти почти 170 лет он стал не просто символом Лондона, он превратился в его голос, его звучание, его вечное «сейчас». Но, как мы с вами поняли, в этом механизме скрывается гораздо больше, чем часовой механизм. Мы заглянули в подземелье и нашли тайные коридоры, о существовании которых никто не знал десятилетиями. Мы прикоснулись к мифам и теориям от османского следа до масонских кодов. Мы узнали, что один пенни способен изменить ход времени, а пара скворцов — весь ход истории. Каждый камень, каждая надпись, каждая тень в архитектуре башни — это часть головоломки. Далеко не разрешенной головоломки. Биг Бен — это архив, зашифрованный в камне и металле. История, которую не прочесть в учебнике. Это здание, где и архитектура, и политика, и техника сливаются воедино. Эта башня пережила пожары, войны, реформы. Биг Бен видел, как империя восходит, рушится и снова ищет себя. И все это время он продолжал отбивать время. Секунду за секундой, век за веком. Но знаете, что самое поразительное? Несмотря на свою точность, Биг Бен никогда не был просто механизмом. Он действительно живой. Он ошибается, реагирует на птиц, на погоду, на политические бури. Он, как и сама Британия, сохраняет хладнокровие снаружи, скрывая за фасадом бурю символов, тайн и значений. Так что в следующий раз, когда вы услышите этот характерный бой, остановитесь на секунду. Потому что, возможно, именно в этот момент Биг Бен не просто отмечает время. Он передает послание. И вопрос только в том, кто из нас сможет его расшифровать. Ну а на этом у меня все. Отмечайте лайком это видео, подписывайтесь на канал и ждите новых видео. Они не заставят себя долго ждать. Пока!